Так, давай посмотрим, что там. Тимати поет на... Ясно. Отмыть репутацию Ай, ну да. выступлением на свадьбе фанатки. Юлик поддержал флешмоб и заказал логотип у Артемия Лебедева, а популярные стримеры пожертвовали на благотворительность 200 с лишним миллионов. Там, кстати, Привет, да, вы на они канале жестко. Ютубер, меня зовут Ляля Таня, и сегодня мы Таня. поговорим о том, Как Галя? правильно тратить деньги. Аня. Тимати решил поднять свой авторитет в глазах аудитории Валя. без копейки вложений. Юлик по-моему, спустил Валя, 100 тысяч и сделал бесплатную рекламу, Валя? а геймеры из Франции отличились настолько, Напишите что в комментариях, как ее рискнул зовут. сам президент страны. Все это обсудим уже через минуту, но для начала стандартная просьба. Проверьте свою подписку и включенный колокольчик. Вот эта женщина, я не знаю, как ее, я ее буду Аней сегодня звать. Вот, Светлана, неважно. Значит, вот эта женщина, вот, она вот правильно говорит, потому что YouTube, сука, отписывает от каналов, не только от моего, от разных. Вы проверьте, подписаны ли. Ребят, колокольчик, лайк, все. Ну и всем напомню. Знаете, я такой здесь иду по улице, навстречу мальчик идет. Он говорит: дяденька, можно вопрос? Я говорю: да, мальчик. Он говорит: у меня сегодня такое плохое настроение. Я говорю: а что случилось? Он говорит: вы знаете, я проснулся, и вот в одежде иду, у меня ботиночки порвались, штанишки как бы порвались, курточка порвалась. Вот, и футболочка тоже вся уже далеко, ну, не это. Я ему говорю, я говорю: слушай, малой, так самый лучший мерч есть где? Правильно. Заходишь по первой ссылке в описании, переходишь, понимаешь? А тут хочешь тебе куртки, хочешь тебе худи, и тут и чашки, блядь, и ложки, и прям, и вот так вот обмазываешься, понимаешь? Там акции, там просто, блядь, там, понимаешь, миллионами, там просто все, что только хочешь, да. И мальчик дальше пошел. Уже, кстати, улыбался. Так что ты тоже давай заказывай мерч по ссылочке внизу в описании. Донатики я все убрал, так что вот лучше вот, заместо того, чтобы тратить деньги на донаты, закажи лучше мерчики, да. Так что будешь ходить и будешь кайфовать. Все. Понимаю, что некоторых Колокольчик. это напоминание нервирует, Вот, видал? но Видал, как колокольчик нужен? Во. так уж устроен YouTube. Никогда Реклама не знаешь, пошла. от кого Красиво, он тебя согласись. отпишет сегодня. Ну а тем, кто постоянно спешит 50 тысяч лайков. Быстрее, засекаем. Новый рекорд. 50 тысяч лайков. 50 тысяч лайков. У, сука. Где моя дудка? Блядь, дудки нет. Дудку сперли, блядь. 49 тысяч. Смотри, чекай. 65 минут. 50 тысяч лайков. Почти. Ты прикинь, это, сука, новый рекорд канала. Я вам официально заявляю, за час вы умудрились 50 тысяч лайков поставить. Я стопудово на этой неделе пилану на ютубе еще один фан-стрим, дабы моим хорошим поднять настроение, чтобы вы улыбались, цвели и пахли. Да, и вот это настроение, оно распространялось везде среди ваших близких, родственников и всех остальных. Так что почаще улыбайтесь, давайте, мои дорогие, там поменьше грустите, да, а то что-то все очень грустно. А вы приходите, дядя Леша, включайте канал, я вам постараюсь настроение поднять. Сейчас видосиков будет побольше, так что как так. Ай, ну да. Кто хочет узнавать новости раньше, чему успеваем отснять выпуск, советую заглянуть в наш Телеграм. Ссылку оставила в Это, кстати, мне описании. тоже Телеграм Если вдруг сделать. возникнут проблемы с доступом, воспользуйтесь сервисом Телете.ин. Просто переходите на сайт, вставляйте Ну ясно, я раз сервисом этим воспользовался, да, у меня все там сгорело. Стока. Если у кого-то в городе испортится погода, можете винить меня. Небольшая ремарка. Мы до сих пор не уверены на 100%, что это полная правда. О причинах этих сомнений поговорим чуть позже, а пока по факту. Что-то я только сейчас задумался, ты представляешь, с нашим активом безумным просто, считай, одним из самых грандиозных активов вообще в СНГ, одним из, как минимум. Ты представляешь, что будет в телеге твориться? Ну подожди, я там просто видосы могу кидать от себя чисто, да? Для начала за месяц профиль действительно рекламы, стал без ничего, вирусным просто и ладно. набрал больше 80% от необходимого числа лайков. Напомним, миллиона. Количество подписчиков и вовсе превысило необходимый показатель в 1,5. Значит, я вам рассказываю. Сижу я, значит, в Инстаграме. И вот, знаешь, вот так вот беру телефон, и вот так вот листаю, короче, такой, знаешь, говно. Там вот зашел на разные инстаграмы вот этих вот певцов всяких, вот этих вот там, да, которые там не втирают дичь, там, да, ну. Да. И, значит, ты представляешь, я вот так вот раз потом думаю, боже мой, что это такое? Думаю, это как луч света в темном царстве. И такой смотрю,
Так это ж мой инстаграм! hard.inst. Ты тоже подписывайся, чтобы быть всегда в курсе самых лучших новостей. Я скоро спортом еще продолжу заниматься. Да, у меня наконец-то, блядь, появилось время, а то щеки уже на плечи можно класть. Надо спортом, чтобы красивым быть, чтобы вот это тело оголенное, и ты такой в воду, короче, себе льешь вот так вот, и вот так вот, и на сиськи, короче, и вот так вот все вот так льется, и такая вода. Боржоми. Блядь, у меня аж чайки за окном чирикать перестали, прикинь. Я сейчас сам охерел с такой рекламы, блядь. Это ж просто это... 2 раза. Чтобы вы понимали, это почти недостижимое для российского Просто Инстаграма. король рекламы. 1 000 000 лайков не могут набрать ни Катя Клэп, ни Брайан Мапс, ни Елена Шейдлина, ни даже сам Тимати. Скажу проще, для таких результатов нужно быть Настей Нормально, Ивлеевой, чини? либо Хабибом. Вариантов пока немного. Так что у парня есть все шансы увидеть Чайки в Тимати плену. на У нас свадьбе. помойка, К братан. слову, У нас самому летают рэперу альбатросы. эта история тоже выгодна. Нет, серьезно, прямо сейчас его карьера переживает не самые лучшие времена. После провала С и рекламой удаления я сам клипа «Москва» охерел. пользователи Ютуба пришли Братан, я в реально ярость сам и охерел. направили весь негатив на остальные видео рэпера. На январском Боржоми говно, кстати. Ой. фите с Илваном почти 170 тысяч дизлайков, а последний загруженный, майский, добил 50 тысяч. В общем, в кои-то веки интернет реально последовал ироничным советам из Твиттера. Неудивительно, что Я не пойму, там чё? Там реально пошли фуру дизлайков. Дальше ему на видосы разгружать? после Нихера такой себе. атаки Тимати мог ухватиться за вирусную идею и дать свое согласие на бесплатное выступление. Одно но. Интересно, насколько было ему легко Тебе бы отказываться рекламную от главного кампанию. девиза Согласен. Blackstar? Деньги, 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 деньги. А вот теперь переходим к сомнениям. У пользователей соцсетей есть подозрение, что аккаунт парня на самом деле фейк. Если вы вдруг разглядели беседу Тимати и жениха из Инстаграма, то могли заметить отсылку к аналогичному случаю с Дрейком. Именно он якобы вдохновил парня на приглашение звездного гостя. И да, ситуация реальная. Летом этого года фанат канадского рэпера подписался на такой же челлендж, написал в директ и получил аналогичное указание. Кроме того, он успел набрать больше 1 000 000 лайков и 250 000 подписчиков за куда более короткие 52 сроки. тысячи лайков. Но есть одна неувязочка. Ему оказалось 16 лет. Всю эту историю провернул Я просто вас показать Ютубу хочу и запечатлить это на всю жизнь. Короче, ребят, сегодня 30.09.2019. И сегодня ребята, 25-30 с лишним тысяч был онлайн, побили новый рекорд канала. Они за час поставили 50 тысяч лайков. Реально за час стрима. Поэтому вот эти герои в чате, это нереальная аудитория, для которой вообще надо жить, стараться и дальше что-то делать. Молодцы, спасибо. школьник Джейкоб Хоук из города Сан-Антонио. Красавчик. Он хотел пошутить и добиться внимания кумира, но когда дело дошло до медиа, пришлось признаваться во всем и извиняться. Сам Дрейк тоже отреагировал и позже написал, что Инстаграм – сумасшедшее место. Сейчас просто представьте мысли миллионов фанатов Дрейка в тот Рекорд, момент. да. Они, в За отличие 3 от года подписчиков рекорд. Тимати, все-таки 100%. реальные. Это история, да. Возвращаясь к теме. Эта история с Дрейком завертелась в середине августа, а аналогичный аккаунт с просьбой Тимати был создан 19 августа. Как-то подозрительно быстро и похоже. Вы не находите? И нет, мы совсем не намекаем, Ясно, что фэк. кто-то из Blackstar мог взять и скопировать западные тренды. Как говорится, возьми мой домашний, Конечно. только не списывай точь-в-точь. Еще несколько фактов в копилку неправдоподобности. Недавно по сети начал гулять Просто аналогичный совпадение. вызов, но уже с участием Юрия Дудя. Правила те же. 1 000 000 лайков и 100 Просто тысяч совпадение. подписчиков. Как результат, приглашение на интервью. Ладно, если версию Тимати еще можно поверить, то здесь все выглядит совсем уж фейково. Хотя, я бы точно посмотрела интервью со среднестатистическим человеком, который смог бы выполнить условия челленджа. Кто-то это даже уже представил. 1 000 000 лайков в инсте. Ну, примерно 20 тысяч в месяц. И если эта идея станет вирусной, то другие варианты надо обдумать заранее. Например, 1 000 000 лайков и Моргенштерн снимет тебя в своем новом клипе. 1 000 000 лайков и Хованский с Юликом снимают новую реакцию на «Сердца за любовь» с твоим участием. 1
Миллион лайков и что-то у меня разыгралась фантазия. Так что и вы пишите в комментариях свои варианты челленджа. В общем, мы пока говорим не верим, но ждем развития событий. Развязка должна наступить уже через пару дней. Кстати, можете проверить свою удачу в нашем опросе. Позже определим, насколько... Мне ваш процентов опрос и всё нахуй вам. не нужен. Мало ли, вдруг Про всё меня не окажется правдой, вспоминайте и опять. какая-то невеста услышит на своей свадьбе главный гимн всех влюбленных. Пока мы монтировали этот выпуск, пост парня набрал необходимый 1 000 000 лайков, так что Тимати придется выступить на его свадьбе. Ждем ответа от рэпера и поздравляем будущих молодоженов, если они, конечно, реальны. Ну а теперь Никакого, блядь, возвращаемся к теме праздника. подмоченных репутаций. Попытки исправиться от Тимати мы увидели. Но не он один на этой неделе решил заняться своим имиджем. Как там дела у студии Артемия Лебедева? 2 дня назад дизайнеры студии представили новый экспресс-логотип за 100 000 рублей. На этот раз заказчиком стал Юлик. А если быть еще точнее, его собака Бима, у которой есть собственный инстаграм. Итоговый вариант бренда Бимы и ее будущего мерча выглядит как-то так. И кажется, я это уже где-то видела. И где-то сейчас один Данил Какашин экстренно готовит документы в суд. Ладно, для чистоты эксперимента давайте попробуем найти положительные моменты и похвалить студию Лебедева. Ну, хоть за что-нибудь. Во-первых, если вы помните, этим летом мир увидел логотипы Юрия Хованского и Руслана Усачева. И это тот случай, когда что угодно оказалось бы лучше. Буквально что угодно. Во-вторых, Мне, короче, кажется, там под такой горстью, я не знаю, какого-то психодела люди сидят. Там просто, понимаешь, там, я не знаю, там... Ты представляешь, чтобы такое нарисовать и сдать такую работу за 100 000 рублей? Там бутылка, я не знаю, пива и рыбина вобла нужна, понимаешь? Все, и один, там, я не знаю, там 20 минут, кто умеет там этим на впейнте рисовать. Во-вторых, мы, как истинные ценители народного творчества, не могли пройти мимо стихов от студии. Пацаны. Юлик, кстати, их тоже заценил. Два Think огромных уха и довольно простое имя. Бима в общем и целом сука, но ведет себя как графиня. Дождитесь конца ролика, там мы дадим ответку креативщикам Лебедева и прочитаем ваши лучшие работы. Ну и в-третьих, самому блогеру итоговый вариант понравился. Я доволен тем, что я получил за 100 000 рублей. Кстати, еще больше его оценили комментаторы в паблике Лебедева. Конечно, столько тем для новых шуток появилось. Давайте подытожим. С экономической стороны, так называемый Лебедев челлендж, возможно, самая взаимовыгодная коллаборация в интернете. Блогеры тратят всего лишь 100 000 рублей, а взамен получают первые строчки трендов и миллионы просмотров. Лебедев радуется сверхдозе пиара и бесплатным упоминаниям кстати, у в него там СМИ, пиар, а его прикинь, какой. дизайнеры, ну, им явно тоже очень весело. Сегодня в Прикинь, каждой реально из какой тем мы пиар. так или иначе затрагиваем тему денег. И сейчас настало время поговорить о тех, что точно пошли на доброе дело. Французские стримеры собрали на благотворительность больше Вот эти вообще 3,5 крутые. миллионов евро. А это, на секундочку, около 246 миллионов рублей. 55 геймеров приняли Прикинь. участие в ежегодном марафоне Z-Event, организованным популярным ютубером Zerator. На протяжении 54 часов стримеры вели непрерывную онлайн-трансляцию, проходили популярные игры и собирали донаты. В списке тех, кто пожертвовал им деньги, оказался даже ниндзя. Как я уже сказала выше, Прикинь. за 3 дня геймерам удалось собрать 3,5 миллиона евро, которые пойдут на борьбу с раком и другими тяжелыми болезнями. Это далеко не единственный раз, когда французские Че там по зомбоящику, пацаны? Как дела обстоят? Зачем будущее, братцы? стримеры объединяются ради общей цели. Первый Z-Event прошел еще в Красавцы. 2016 году. Тогда организаторам удалось собрать 170 000 евро для борьбы с засухой в Эфиопии. В 2017 геймеры отправили 500 000 на помощь пострадавшим после урагана Ирма, а год назад им впервые удалось собрать больше 1 000 000 евро для фонда врачей. Нынешнее достижение стримеров оценил даже Охереть. президент Франции Эммануэль Макрон. В своем твиттере он поблагодарил всех участников, сказав, что их поступок по-настоящему вдохновляет. К слову, в этом году ивенту почти удалось побить мировой рекорд по собранным пожертвованиям среди игровых марафонов. До лучшего результата не хватило всего лишь 200 000 евро, так что не удивимся, если в 2020 году Они побьют. рекорд будет за Z-Event. И это тот редкий случай, Они когда побьют. битва за первенство пойдет всем только на пользу. Хотелось бы на этой возвышенной ноте закончить выпуск, но я обещаю... Я бы, знаете, что еще хотел сказать? Я буду очень рад, если данная тема переключится вообще на мировой уровень. То есть, ну, я без шуток вам говорю, то есть я бы реально бы с радостью приехал на такое мероприятие и тоже в нем поучаствовал. И я вам серьезно говорю. Я думаю, что многие бы русские бы стримеры тоже бы откликнулись. Ну, как минимум, топовые, самые крупные, там, допустим, 5, вообще бы с радостью бы приехали, прям без проблем.
Так что это мое личное мнение. Поэтому равнодушным здесь нельзя оставаться. Поэтому в следующем году, как минимум, я поддержу эту компанию. Ну, или где-то анонсы какие-то надо сделать, или просто самому поддержать. Сначала возродить Молодцы. традицию читать ваши комментарии. Просто так да, что похлопать теперь надо звездный таким час людям и для лайк тех, поставить. кто Что успел еще отличиться сказать? под прошлым выпуском. Ура! Узнала вас через Харда, теперь каждое видео смотрю и жду с нетерпением новых. Спасибо дяде Лёше и конфликтам на ютубе. Начинает видос Аня, а заканчивает Таня. Занятная фишка. Ну, не вижу ничего занятного в диссоциативном расстройстве личности. О, вот тут уже стихи пошли. Давненько я их не читала. Снова вижу блеск Таниных глаз. Колокольчик напомнил о вас мне заботливо. Среди веселых, язвительных фраз Влад оставит свой след отчетливо. Сектор приз на барабане. Уволен. Все, блядь. Слушайте, Помянем. а в студии есть еще один стул? А вот теперь мы точно будем заканчивать выпуск. Потратьте пару секунд и оставьте под роликом свое мнение. Лайк Блядь. или дис и коммент. Они действительно помогают становиться нам лучше. А с вами была Таня и проект Ютубер. Увидимся Как в Аня? следующем видео. Светлана. Молодцы. Молодцы. Ютубер молодцы. Как всегда годный. Я лайк поставил, подписался. У ребят скоро 2 миллиона уже. Мала... Что правильно? Цы. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.